Приветствую вас на канале Неэксперт. В сегодняшнем видео мы покажем 5 узких посудомоечных машин шириной 45 см. Они различаются классом энергопотребления, функционалом, вместительностью, уровнем шума. Я выбрал лучшие посудомойки по разной цене, учитывая популярность моделей и отзывы покупателей, и готов рассказать вам о них. Но прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Я искал модели на самом популярном в России маркетплейсе Яндекс.Маркете, ввел в поисковую строку посудомоечные машины 45 см, настроил фильтр по популярности и занес в Google таблицу все посудомойки, что выдал поиск. Расписал характеристики и отзывы. У меня получился список из более 20 машин. Я внимательно изучил торговое предложение и то, как заявленные возможности показали себя в быту у покупателей. В итоге получилось 5 лучших посудомоечных машин, о которых я вам сейчас и расскажу. Также из этого видео вы узнаете, как выбрать посудомойку и на что обращать внимание во время покупки в первую очередь. Открывает рейтинг посудомойка китайской торговой фирмы Haier HDW E9-394RU за 26 тысяч рублей. Это полностью встраиваемое устройство серебристого цвета. Перейдем к характеристикам. Ширина 44,8 см, высота 84,5 см, глубина 60 см, вместимость 9 комплектов, расход воды 9 литров. Потребление электроэнергии 0,8 кВт-часов, количество программ 5, уровень шума 55 дБ, вес 27 кг. По данным статистики Яндекс.Вордстат, эту модель посудомоек за февраль 2024 года искали чаще всего 3383 запроса. При этом самих сделок было совершенно немного, на Яндекс.Маркете всего 19 отзывов. В целом, Haier HDW E9-394RU оценили положительно. Машина вместительная, хорошо моет, не шумная, с функцией автоматического открывания. Однако саму дверь люди оценили под знаком минус, описывая, что иногда у нее случаются сбои. Устройство вмещает 9 комплектов посуды, есть функция отсрочки мытья на 3, 6, 9 часов, 5 программ мойки, стандартная, интенсивная, эко, полоскание, быстрая мойка. Экономичный расход воды и электроэнергии 9 литров и 0,8 кВт-часов за цикл. По окончании работы машина издает звуковой сигнал. На четвертом месте бирюса DWF410-5W за 20 тысяч рублей. Это одна из самых бюджетных посудомоек на рынке. Собрана в России на Красноярском заводе. Вообще бирюса специализируется на производстве холодильного оборудования, но выпускает также стиралки и посудомойки. Модель DWF410-5W белого цвета выглядит стильно, легко вписывается в любой интерьер, а благодаря небольшим размерам всего 44,8 см не мешает даже на самой маленькой кухне. Ее можно расположить под раковиной или в кухонном гарнитуре. Взглянем на характеристики. Ширина 44,8 см, высота 81,5 см. Глубина 60 см, вместимость 10 комплектов, расход воды 9 литров, потребление электроэнергии 0,74 кВт-часов, количество программ 6, уровень шума 49 дБ, вес 37 кг. В машине можно разместить до 10 комплектов посуды. Это много для такого небольшого устройства. В верхний лоток загружаются столовые приборы, в средние чашки и бокалы, в нижней тарелки. Экономичный расход воды 9 литров и электроэнергии она расходует меньше, чем Haier HDW E9-394RU, всего 0,74 кВт-часов. А что с функционалом? На передней панели DWF410-5W есть цифровой дисплей, на котором отображается время до окончания работы. Тип сушки конденсационная. Это значит, жидкость конденсируется на стенках машины и стекает вниз. В итоге посуда сухая, без следов капель. 6 программ мытья, которые выбираются исходя из степени загрязнения посуды. Температурный режим от 40 до 70 градусов. Есть таймер отложенного старта и функция загрузки половины комплекта.
Посмотрим, как оценили данную модель покупатели. По данным статистики Яндекс.Вордстат, люди знают эту посудомойку. За февраль более 3000 запросов, на Яндекс.Маркете 33 отзыва. В качестве плюсов люди отметили отличное качество мойки, тихая работа, компактность, вместительность. В качестве минусов – отсутствие регулировки соли, запах пластика и длинные программы. В целом, большинство владельцев покупкой DWF-410-5W довольны, получили именно то, на что рассчитывали, а мы переходим к следующей модели. На третьей строчке рейтинга Indesit DIS-1C69 за 24 тысячи. Это посудомойка известного итальянского бренда. Компания имеет огромный опыт в разработке бытовой техники, так как была основана аж в 1975 году. Характеристики: ширина 44,8 см, высота 81,8 см, глубина 55 см, вместимость 10 комплектов, расход воды 11,9 литра, потребление электроэнергии 0,73 кВт-часов, количество программ 6, уровень шума 49 дБ, вес 27,8 кг. Есть 6 разных программ. Посуду с легкой степенью загрязнения не обязательно ставить на интенсивную мойку. Достаточно включить программу мини, и через полчаса тарелки и чашки будут сверкать чистотой. Также есть функция половинчатой загрузки. Благодаря удобному и интуитивно понятному дисплею у покупателей не возникает никаких сложностей по запуску устройства. В качестве плюсов покупатели отметили компактность, много программ, вместимость и понятное управление. В качестве минусов – шумность и отсутствие регулировки двери. На втором месте горение GV520i10 за 29 тысяч. Посудомоечная машина крупнейшего предприятия Словении, основанного в 1950 году. Сегодня компания Горение входит в семерку лучших производителей бытовой техники в Европе. Итак, чем же примечательна эта посудомойка? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к характеристикам. Ширина 44,8 см, высота 81,5 см, глубина 58 см, вместимость 11 комплектов, расход воды 9 литров. Потребление электроэнергии 0,74 кВт-часов, количество программ 6, уровень шума 47 дБ, вес 32,5 кг. Горение GV520i10 имеет стандартные размеры для категории узких посудомоечных машин: ширина 44,8, высота 81,5, глубина 58 см. При этом, несмотря на свои небольшие размеры, в нее можно загрузить целых 11 комплектов посуды. Это действительно много для таких габаритов. Она расходует воду меньше, чем предыдущая модель Indesit DIS-1C69 9 литров вместо почти 12, то есть столько же, сколько Бирюса и Хайер. При этом в сегодняшнем рейтинге это самая тихая посудомойка, всего 47 дБ. Посмотрим на отзывы. В качестве достоинств покупатели отметили отличное качество мытья, простота использования, вместительность, разнообразие программ. А в графе недостатков указали проблемы с доводчиком и отсутствие таймера. На данную посудомоечную машину оставлено 290 отзывов. Это одна из самых популярных моделей на Яндекс.Маркете, и в целом люди приобретением довольны. У фирмы Горение есть также другая узкая посудомойка GV52041. Она стоит на 2000 дешевле, и если для вас важен минимальный расход электроэнергии, то вы можете взять ее, так как это самое экономичное устройство, всего 0,68 кВт. По остальным показателям машина практически идентична предыдущей модели, разве что воды расходует на 1 литр больше. В итоге 10 литров за цикл вместо 9. Ну а мы переходим к верхней строчке рейтинга. На первом месте германская посудомоечная машина Каперсберг GSM 4574 за 37,5 тысяч рублей.
Фирма Каперсберг появилась на рынке бытовой техники лишь в 2000 году и сразу покорила множество вершин и завоевала любовь покупателей. С этого времени Каперсберг ассоциируется с высоким качеством и функциональностью. Каперсберг GSM 4574 – это самая современная и продвинутая посудомоечная машина в нашем рейтинге. Она имеет программу AquaStop, которая защищает машину от протечек. Если повредится шланг, то сработает поплавок, и машина автоматически завершит цикл работы. Вы можете смело запускать машину во время вашего отсутствия дома и не беспокоиться о потопах. Устройство имеет внутреннюю подсветку, которая обеспечивает удобство загрузки и разгрузки, а также луч-индикатор, благодаря которому удобно следить за окончанием работы. Как только машина закончит цикл, луч погаснет. У Каперсберг GSM 4574 3 корзины, в которые помещается 10 комплектов грязной посуды. Посмотрим на характеристики. Ширина 44,8 см, высота 81,5 см, глубина 55 см, вместимость 10 комплектов, расход воды 9 литров, потребление электроэнергии 0,74 кВт-часов. Количество программ 6, уровень шума 47 дБ, вес 38,5 кг. Главное достоинство Каперсберг GSM 4574 – это германское качество. Люди отметили следующие плюсы: удобство использования, отличная мойка, вместительность, компактность. Однако, чем дороже техника, тем больше от нее ожиданий, поэтому минусов тоже написали много. Посуда мокрая, проблемы с программой, отсутствие лицевой панели и белый налет. И все же именно эту посудомоечную машину покупают чаще других на Яндекс.Маркете, и по отзывам она сегодня тоже в числе первых, целых 350 отзывов. И чтобы как-то нивелировать отрицательное качество, которое указали сверху, приведем в пример один из отзывов полностью довольного покупателя. Звук от работы не громкий, в комплекте и воронка для засыпания соли, и мерная ложка и стаканчик для порошка и ополаскивателя, инструкция на русском языке. Порадовало наличие разных программ и на разное время от 30 минут до 3 часов. На этой позитивной ноте мы и закончим сегодняшний обзор. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, а впереди вас ждет еще один бонус. Мы пообщались с экспертами и составили для вас список полезных советов при выборе посудомоечной машины. Итак, на что важно обратить внимание? Для начала определитесь с размерами. Вам подойдет стандартная или нужна узкая посудомойка? Посчитайте расход ресурсов. При чтении характеристик обращайте внимание на расход воды и энергопотребление. Нужны ли вам какие-то дополнительные функции? Чем больше у машинки будет расширенных возможностей, тем дороже цена. И, наконец, определитесь с производителем. Бытовая техника раскрученных брендов стоит дороже, чем начинающих, но у первых обычно и гарантия больше. Вот 4 основных момента, на которые важно обратить внимание при выборе бытовой техники. Подписывайтесь на наш канал.